В общем, как я уже сказал, первая самая плохая идея не в своем городе покупать недвижимость на котловане. Как правило, потому что 99% людей не знают 99% застройщиков. И все эти ожидания, они, как правило, нивелируются тем продажником, который успешно рассказывает кейсы о том, как Вася купил, Вася продал. Если вы посмотрите профессиональных агентов по недвижимости, которые рекламируют себя на Ютубе либо где-то еще, они все очень любят рассказывать истории о том, как рынок будет расти. А реальных кейсов, когда они совершали не покупку, ну, то есть, когда типа люди пришли, они им сделку провели, их как бы не обманули, они сняли видео на тему того, что вот смотрите, наши довольные покупатели. Таких видео тысячи. А видео, когда человек продал квартиру, получил прибыль, они сняли видео с агентом по недвижимости, что вот я зафиксировал 25% годовых на отрезке 4 года, да, условно говоря. Вот таких видео в Ютубе вы не найдете. Вторая очень плохая идея, которой болеет абсолютное большинство людей, желающих купить квартиру на море, она заключается в том, что они собираются совершить покупку полного цикла. Что я имею в виду под покупкой полного цикла? Это купить на котловане, дождаться, пока дом сдастся, после сдачи, значит, ее отремонтировать потихонечку и начать сдавать. Это полный цикл всего, что можно выжать из недвижимости. Если мы говорим про то, что квартира, во-первых, это нереально. Давайте так, это нереально. По той причине, что вот вы сидите, смотрите это видео, вам кажется, что вы купите себе квартирку на море и будете ей владеть очень долго. Окей, я провел своих, наверное, несколько сотен сделок и наблюдал несколько тысяч сделок с недвижимостью, опять же, я говорю, Болгария, Сочи, Кипр и здесь, в Грузии в том числе. В среднем человек владеет квартирой 2 года. И это прям даже хорошо, потому что первая идея ее продать начала появляться уже через год. А то, чтобы кто-то владел ими там 5 лет, ну, нет, этого практически не существует. То есть, как правило, человек, который в это целится, он уже пытается достичь нереальной цели. Это очень плохая идея, пытаться выжать из недвижимости все. Если вам нужна квартира под аренду, окей, берите квартиру под аренду и сдавайте ее. Там очень легко посчитать дельту доходности, я потом про это расскажу. И, в принципе, это достаточно реалистично и работает. Если вам нужна квартира как бы с котлована до этого продать, это гораздо более рисково, потенциально там как бы больше прибыли, но на самом деле, опять же, в среднем по рынку это нифига не так. И тоже я не вижу в этом большого смысла. Ну и третий вариант, там типа купить квартирку, сделать ремонт и заработать на ней, кажется, быстрыми деньгами, влипли тоже очень многие. Поэтому полный цикл пытаться выжать максимум из того, что может происходить с недвижимостью, это вторая самая плохая идея при покупке недвижимости. Третья плохая идея называется собиратели мусора. Это люди, которые собирают купить что-то на основании того, что оно стоит дешево. Это прям очень плохо. Если основной критерий для покупки это именно то, что было дешево, то, как правило, человек влипнет во что. Дешево бывает обычно не ликвид. Просто когда ты нифига не разбираешься в рынке, ты приходишь туда, смотришь и понимаешь, ой, дешево, потому что я вот на вот этом сайте видел, что все остальное там, допустим, на 10% дороже или на 15% дороже. А потом ты начинаешь понимать, что это дом, который ни черта не сдан, у него нет коммуникации, которые ты тоже, в принципе, не видишь при осмотре квартиры. И начинает потихонечку складываться картинка, а почему так дешево? Но обычно это происходит уже после того, как купил. И вот тут как бы выплывает, опять же, профессионал рынка недвижимости, который говорит, я вам расскажу про все подводные камни. Ни хрена он про них не знает. 99% агентов по недвижимости, которые шарохаются по городу, это люди, которые туда приехали на неделю буквально раньше вас. Они поняли, что можно слупить шальную комиссию, и они тут же стали называть себя экспертами рынка. Более того, а из тех, кто остался, опять же, большинство людей, которые там работают профессионально, они тоже технической части совершенно не понимают. То есть они как бы вот приходят на этот объект, вроде бы он уже 3 года в городе, а он на нем в первый раз. И это не его вина, то есть, грубо говоря, там 200 новостроек в городе, их нужно еще и облазить. Это, возможно, его недоработка. Смысл в том, что агент будет знать что-то больше, чем вы? Скорее всего, нет. Четвертая категорически плохая идея для покупки недвижимости, я бы сказал, даже хреновая. Вот я не знаю, на самом деле, как люди до этого додумываются. Они пытаются играть в биржу на недвижимости. То есть я до такого безумия, честно, я не видел этого в Сочи, но в Грузии они прям, я вот это стал наблюдать. Что происходит? Человек приходит, условно говоря, у него есть, там, не знаю, 50 тысяч долларов. Купи себе одну там студию и радуйся жизни. Нет, надо, значит, к застройщику прийти, взять 5 студий с первоначальным взносом 20%, потом рассчитать этими платежами и надеяться, что ты очень быстро их продашь. А дальше он влипает всеми ножками. Во-первых, он влипает, потому что он это делает, когда происходит галопирование рынка, и ему, опять же, специалисты рынка рисуют о том, что смотрите, у нас доходность 30% годовых, он там считает, если 30% годовых, так это я сейчас 6 месяцев подержу, я все эти платежи перекрою, да еще у меня получается плечо 5, то есть я же купил 5 квартир вместо одной, я же крутой ковбой. Только потом, как только он покупает, рынок перестает галопировать,
делать, и у нас уже нет большого количества покупателей. А недвижимость двигается таким образом, что, я как повторюсь, она очень редко падает вниз, но на рынке либо есть прилив покупателей, либо происходит некоторое затишье. Когда происходит некоторое затишье, даже на нормальные рыночные цены очень тяжело найти покупателя. Не говоря уже о том, что когда ты покупаешь у застройщика, ты покупаешь немножко дороже, чем ты берешь на вторичном рынке, и ценник потихонечку растет. Так вот, купив 5 квартир, условно говоря, в рассрочку, надо платить эти платежи. Дальше, через полгода это ни черта не продается, денег на платежи, естественно, нету, потому что мамкин инвестор заложил себе там запас прочности максимум 9 месяцев. И у нас получается конфликтная ситуация, когда застройщик говорит: плати мне, пожалуйста, денежки, а он говорит: а вы когда сдадитесь? И, кстати, никто не сдается в срок. Ни в Болгарии, ни в Грузии, ни в Сочи, ни в Арабских Эмиратах. Кстати, четвертый рынок, который я активно изучал, на котором я тоже не работал, но я активно общался с агентами по недвижимости. Вот. Картина там примерно по цифрам такая же нарисовывается, как в Грузии. Единственное, что в Грузии входной порог в недвижимость, он в разы ниже. И, наконец, пятая дурацкая идея для вкладывания денег в недвижимость – это заработок на краткосрочной аренде. Окей, я понимаю, когда человек, допустим, не живет, условно говоря, в городе, или он даже находится в Грузии, но живет, допустим, в Тбилиси, и он собирается сдавать эту квартиру, черт знает кому, во-первых, да еще и посуточно. Ах, нужно найти хорошего управляющего, который будет этим заниматься и так далее. Да, окей, но опять же, этого управляющего надо сначала найти, а потом уже под него это дело покупать. Это обычно делается под человека, а не человек ищется после того, как покупается. Самостоятельно эту квартиру посуточно сдавать, но это такая себе история. То есть я могу сказать, что самостоятельная сдача – это путь в никуда, потому что это не пассивный доход, это работа реально. То есть это нужно людей заселять, выселять, это нужно им организовывать уборку, это нужно организовывать периодически какие-то ремонтные работы внутри квартиры, потому что что-то сломалось, что-то отлетело. То есть на краткосрочной аренде невозможно с одной квартирой там оперировать. А людей, которые прямо берут квартиру с целью: я буду из нее выжимать по максимуму, я буду это делать краткосрочно, но либо вы это берете для себя с той целью, чтобы обрасти еще такими же объектами и, в принципе, организовать себе такую работу, именно как краткосрочная сдача. И это нормально. В Батуми очень сильно не хватает людей, которые управляют этими самыми апартаментами за разумные деньги. А сами управляющие компании при комплексах, они там берут на процентов 50. То есть доходность, естественно, падает в 2 раза. Она и так была не супер космическая, да, когда она в 2 раза падает, но это уж совсем печаль. Так вот, в этом случае получается, что у человека, которого вы нанимаете, нужно понимать, что либо я сам работаю, и это мое рабочее место, это не пассивный доход, это прям работа. Причем это не самая, кстати, приятная работа, потому что приходится иметь дело с людьми, с отдыхающими, они капризные и так далее. Либо находится человек сначала, который вы точно понимаете, что он это будет сдавать, с ним оговариваются все условия, прописывается бизнес-модель, тогда это еще как-то худо-бедно работает. Но взять один апартамент и надеяться, что из него будут выжиматься максимальные деньги за счет того, что он просто будет сдаваться посуточно мной, а я ничего не буду делать, а денег будет очень много, я не знаю почему, но таких наивных людей, их просто сотни. Рассказал 5 плохих идей, расскажу в том числе и хорошие. Хорошая идея номер 1 – это взять квартиру с ремонтом и сдать ее в долгосрочную аренду. И тут тоже большинство людей влипает черт пойми во что. Во-первых, дорого берется сам черный каркас. Никто из тех, кто покупает недвижимость в Батуми, ни разу не задумался, что стоимость ремонта здесь может быть примерно такой же, как в городе Сочи, допустим. Да? Естественно, не такой дорогой, как где-нибудь в Мельбурне там, или в Соединенных Штатах Америки, но тем не менее соотношение стоимости ремонта и мебели к стоимости черного каркаса практически все люди плохо эту математику считают. В результате у них получается слишком дорогая квартира, которую они не могут сдать под тот самый заветный там 0,8-1% от ее стоимости в месяц. Вот. В принципе, идея с долгосрочной арендой, она хорошая. И в принципе в Батуми можно находить предложения, на которых можно так зарабатывать. И ты сдаешь, и люди долгосрочно живут, естественно, им нужно меньше обслуживания, но опять же нужно каким-то образом все равно взаимодействовать с этой квартирой, потому что все равно там что-то происходит. Вот. И это реалистично, то есть 0,8% можно получать. Более реалистично для текущего рынка 0,6%, для галопирующего рынка 1,5%. Да? То есть мы это видели, когда это был 2022 год. А рынок в Грузии, он периодически галопирует и сходит с ума. Поэтому если мы там какое-то среднее арифметическое возьмем, то 0,8 вполне себе реалистичная сумма, если мы планируем на отрезок, условно говоря, 5 лет. И, кстати, вот еще одна плохая идея инвестирования в недвижимость, сейчас я ее расскажу. Плохая идея номер 6 – это именно инвестирование, не вкладывание денег, а именно инвестирование. Когда человек, значит, пытается выступать в роли инвестора, но при этом он пытается выступать в роли инвестора на отрезке 1 год. В недвижимость в среднем нужно вкладывать деньги с горизонтом 5 лет.
потому что в 5 лет в это время какой-то экономический цикл сменяется, и рынок хотя бы один раз за это время начинает галопировать, то есть как раз-таки можно тогда успеть ее выгодно продать, так называемо. На самом деле выгодно продать означает, что на рынке появилось очень много покупателей, они смели все самые дешевые предложения, и дальше они начинают покупать предложения, которые чуть выше по рынку, и люди начинают задирать цены кто во что гораздо. Вот в этот момент недвижимость можно продать выгодно. Это не только в Грузии, это практически во всем мире, и это нормальная история. А когда человек купил квартиру, условно говоря, год назад, да, и купил он ее на сверхподросшем рынке, а сейчас рынок находится в стадии, скажем, более стагнации, и он пытается какую-то прибыль зафиксировать, то это невозможно. Просто потому, что там на рынке нету достаточного количества покупателей, чтобы продать это по цене чуть выше, чем оно покупалось. То есть тут надо очень четко понимать, что такое бумажный доход и что такое фактический доход. Большинство людей и риэлторов, опять же, я повторю, я не пытаюсь сделать риэлторов какими-то злыми людьми, они просто ближе всего к рынку находятся, и, естественно, как и что-то полезное, так и что-то вредное исходит исключительно от них, потому что они являются брокерами и посредниками на сделке. Так вот, профессиональные риэлторы тоже существуют, они бывают очень полезны, потому что те, которые умеют считать, это очень полезные люди, но считать умеют, к сожалению, далеко не все. Так вот, получается, что вот эти самые истории, они заключаются в том, что когда вам показывает строительная компания, либо агент по недвижимости экономику, он опирается, как правило, на ту экономику, которая ему более выгодна. То есть он берет отрезок времени, где рынок резко рос, тот же самый 22 год, очень хороший пример. Для Сочи это очень хороший пример был, он практически всегда был после 2014 года, потому что там все перестали вкладываться в зарубежную недвижимость, она им стала дорогой, рубль упал, и, соответственно, недвижимость в Сочи стала очень выгодной на фоне всей остальной недвижимости во всем остальном мире. Поэтому единственная недвижимость на море, которая там была доступна россиянам после 2014 года, это на самом деле как раз таки была сочинская. Курс более-менее нивелировался, но, как правило, история была именно такая. Так вот, показывая эту статистику роста, естественно, будет показываться именно тот отрезок времени, где рынок, собственно, рос быстрее всего. Но тут нужно понимать, что для того, чтобы понимать какую-то адекватную статистику, нужно взять отрезок за 5 лет, где он вот здесь вот рос безумно, а вот здесь вот он стоял максимально, а вот здесь вот была пандемия коронавируса, и насколько там, в этот момент, кстати, квартиры откатились батами процентов на 10, наверное, даже 15, я бы сказал. Вот, в этот момент сделок просто не было, а люди думали, что мы все умрем. Но эта картина происходила во всем мире, поэтому это можно проверить по статистике, по большому счету, в любом городе. То есть базовый актив человеческой жизни, недвижимость, он подешевел в процесс пандемии, как раз таки потому, что люди расставались с недвижимостью на любых условиях, потому что всем казалось, что все, мы все завтра умрем. И на основании этого очень многие принимали поспешные решения, хотя никто не умер. Я вот уже столько всего наговорил, а на самом деле не рассказал одну очень важную вещь. А вообще на чем нужно понимать, на чем ты зарабатываешь недвижимость. И для этого нужно изначально, прежде чем вообще какую-то сделку планировать с недвижимостью, первое, что нужно сделать, это пойти и взять статистику. Если вы не живете в стране, возьмите статистику по любой стране за последние, условно говоря, 5 лет. Если вы планируете сделку на следующие 5 лет, соответственно, за предыдущие 5 лет берите статистику по инфляции. Как только вы взяли статистику по инфляции, в этот же момент вы можете сравнить рост цен на базовый актив на недвижимость с этой инфляцией. И если он перегоняет, то вот эту вот разницу, собственно, и можно считать как доходность годовых. И из-за нее, естественно, можно выходить, то есть если ты покупаешь гораздо дешевле рынка, но опять же, купить дешевле рынка человеку, который ни черта в рынке не разбирается, да с чего? Как правило, то, что кажется, человек, который только пришел, и он говорит, что я купил дешевле рынка, супервыгодное предложение, бла-бла-бла, на самом деле он купил менее ликвидное предложение, просто он еще пока не понял, почему это дешево так стоило. А со временем он это поймет, и рынок ему на это все, собственно, расставит все его, как говорится, приоритеты, вернее, поставит все его решения в соответствии с тем, как рынок на самом деле выглядит. Так вот, заработок недвижимости, он строится таким образом, что мы считаем вот это соотношение, грубо говоря, инфляции к росту ценника недвижимости, когда даже вам показывают 300-400%, но при этом мы понимаем, что инфляция там все равно какая-то была, и уже у нас доходность далеко не такая. Кроме того, у нас есть ставки на аренду, и здесь тоже все очень просто считается, то есть если мы берем базовую стоимость актива недвижимости, там, не знаю, $100 тысяч, да, то мы должны целиться в месячную аренду, соответствующую не менее чем что. Я беру вот как основу для вот этого вычисления среднюю по пятилетней инфляции как раз таки. То есть если инфляция была 4, 6, 10 и 8, соответственно, я понимаю, что средняя там будет 4 плюс 6 плюс 10, это у нас 20, плюс 8, 28, делим на 4, получаем среднее 7%. Вот, соответственно, доходность у нас от аренды, она должна превышать эти 7%. Для чего? Для того, чтобы обогнать инфляцию, это хотя бы как-то работало в плюс. А вот зарабатывать мы будем на второй части, как раз таки на том, насколько ценник рос на саму недвижимость. То есть мы арендой, грубо говоря,
говоря, если недвижимость у нас стоит, и она никому не сдается, и ничего не происходит, соответственно, мы даже инфляцию не обгоняем. И, соответственно, мы эту инфляцию перекидываем на рост ее ценника. Но гораздо резоннее и разумнее покрытие инфляции все-таки перенести на то, что мы получаем от аренды, и желательно, чтобы аренда тоже немножечко перекрывала это все дело. И фактическая доходность, на самом деле, при учете инфляции, она будет вообще там не 7, не 8, не 10%. Просто почему-то никто это не считает. Так вот, основной заработок, он заключается в тот момент, когда вы эту недвижимость продаете. Пока вы ее не продали, весь ваш доход является бумажным. То есть можно эфемерно витать в облаках и говорить, а вообще-то мой объект стоит столько-то. Но рынок на самом деле показывает совершенно другую картину. И это правда, абсолютная правда. То есть тут не нужно ни о чем, ни на что такое надеяться. Собственно, хорошая идея номер 2 на заработки на недвижимости. Значит, быстрее всего растет в цене то, что дешевое. Соответственно, самые дешевые эконом-класса комплексы, они растут быстрее. В них гораздо больше рисков, естественно, по той причине, что этот эконом, он может быть не достроится. То есть там очень плохая экономическая модель у застройщика. Это очевидно. Но смысл в том, что чем дешевле ценник, тем в процентном соотношении он в момент роста рынка начинает больше расти. Но при этом нужно понимать, что если, допустим, ты берешь дом эконом-класса, такой, как вот в Батуми их достаточно много, да, отделанный короедом по минималке, там что-то недоделано, что-то где-то это через лет 5-6-7, максимум 10, он начинает покрываться плесенью, начинает терять свой товарный вид. Соответственно, вот его ценник, он как только новостройка сдалась, он еще выглядит презентабельно, вторичка продается немножко дешевле, чем она продавалась у застройщика, но цены все равно уже подросли, начиная от того момента, когда люди покупали на котловане, то есть они смогли заработать. И дальше у нас идет таким образом, что она начинает терять в цене где-то примерно годика через 2 после того, или через 3, наверное, после того, как дом сдался. Почему? Потому что за ним начинают плохо следить. И, честно говоря, вот опять же, говорить, что это так плохо происходит в Батуми, да я это видел и в Сочи, если честно. Все дома начинают потихонечку стареть, так, чтобы дом выглядел как лучше, чем он был сразу же после сдачи, такого не было. На примере дома на Иляву, да, условно говоря, я покупал квартиру, там по $400 она стоила у застройщика, застройщик мне ее продал дешевле, потому что я про него снимал видео. И это был мой первый бонус от канала, то есть я забрал ее, по-моему, по $365. Сейчас, естественно, черные каркасы в этом доме стоят далеко не $365, но смысл в том, что они уже не дорожают. То есть первая квартира, которую я купил, она стоила суммарно вместе с ремонтом, я сделал хороший ремонт, она стоила около 29-30 тысяч долларов. Я продал ее за $40 тысяч. Ее продала женщина сразу же, где-то месяцев через 6, за 50, по-моему, 6 или 54. И потом мне кто-то писал еще из подписчиков канала, что они ее снова перекупают, но ровно за такую же стоимость. То есть рост ценника там остановился. И люди купили эту квартиру, и дальше этот дом, скорее всего, уже дорожать не будет, потому что там вокруг началась огромная стройка, то есть прекрасный зеленый район стал превращаться черти знает во что. И я, когда эту квартиру покупал, я понимал, что на отрезке 7 лет там даже вид закроется из окна. И я об этом говорил в этих видео, которые я снимал несколько лет назад. И мне достаточно критиковали, что у меня супер дорогой ценник за $40 тысяч. Я продаю однокомнатную квартиру в Батуми. Найдите сейчас однокомнатную квартиру в городе Батуми с видом на море, с хорошим ремонтом за $40 тысяч. Ее не существует. Но все же, возвращаясь к тому, как зарабатывать на именно супер дешевых квартирах, не надо пытаться в них сделать ремонт. Если вы берете дом эконом-класса, то можно просто банально сидеть. Если цель спекулировать конкретно на недвижимости, берется черный каркас, он просто держится какое-то время и продается в момент, когда рынок начал галопировать. Не нужно пытаться там сделать ремонт. Ремонт стоимости квартиры особо не добавляет. На квартиры с ремонтом, естественно, существуют определенные покупатели. Это, как правило, люди, которые хотят ее сдать в долгосрочную аренду, либо заселиться, жить в них сразу. Да, эта модель каким-то образом работает, условно говоря, я видел, что она работает, условно говоря, в России, да, там в Сочи, там квартиры с ремонтом покупали люди с интересом. Но, как правило, все эти квартиры с ремонтом покупаются не за наличные деньги, а в ипотеку. И, кстати, в Грузии ипотека начала работать, и поэтому это тоже возможно на отрезке несколько лет будет хорошо купить квартиру, сделать в ней ремонт и продать ее дороже людям в ипотеку. Но по факту, за счет того, что здесь не так хорошо развит рынок ипотеки, получается, да и в принципе ипотека для иностранцев, она нигде хорошо не развита, в том смысле, что ее почти нигде не дают. То есть то, что ее в Грузии дают, это большое чудо. То есть, если попробуйте в Болгарии пойти взять ипотеку, фигушка с маслом. Попробуйте на Кипре ипотеку взять, ты вообще кто? Ну и так далее. А здесь эту ипотеку можно использовать. И если рост недвижимости превышает ставку по ипотеке, то это инвестиции. А вот если рост реальной ценника недвижимости ее не превышает, ну тогда этот человек влип, собственно, ровно на этот процент. И процент, кстати, не очень большой, но лучше, наверное, все-таки зарабатывать, чем терять.
Когда я говорю про черные каркасы, я не говорю сейчас про черные каркасы, которые находятся на этапе котлована у застройщика. Это, я же уже сказал, это уже отдельная история. Я говорю про те черные каркасы, когда дом уже построился, вы на нем там заселились в квартиру, уже понятно, как выглядит подъезд, уже понятно, кто его обслуживает, уже все понятно, все риски как бы максимально нивелированы. И вот в этом случае, наверное, имеет смысл поискать там черный каркас, взять его и подождать, пока он подрастет в цене за какой-то период времени. И, как правило, он подрастет хорошо. Но не делать с ним ремонт. Во-первых, вот с ремонтом еще такая история, нужно про это отдельное видео снимать и понимать реалий ремонта за рубежом не понимает ни один покупатель этой квартиры. То есть, если, грубо говоря, я подписался на ремонт от застройщика, то это, скорее всего, будет не очень высокого качества ремонта, с самыми дешевыми материалами. Чаще всего, даже в элитных комплексах, это будет все-таки на порядок ниже, чем то, на что мы рассчитываем. Вот, но я его хотя бы вижу. То есть шоурумы, слава богу, начали делать даже в Батуми. Можно посмотреть образцы ремонта. По факту это будет хуже. Я рассчитываю, наверное, на то, что ремонт, который будет, вот ремонты в комплексе Гуру, они будут достаточно высокого уровня от застройщика, потому что там работает серьезная такая достаточно бригада. Но даже с учетом этой хорошей бригады, которая там работает, их там несколько ребят набрали, тут нужно понимать, что на таком потоке контролировать качество очень тяжело. Соответственно, индивидуальный ремонт, в котором хочется жить, и массовый поточный ремонт – это совершенно две разные истории. Резюмируя все вышесказанное, я считаю, что хорошими историями с инвестициями в недвижимость является вариант номер один. Это покупка черного каркаса в уже сданном доме. Спокойно сидеть, ждать, ничего не делать, просто потому что ничего не надо делать. И рост цены сильно не будет отличаться от роста цены во всех остальных итерациях, скажем так. Вариант номер два – это покупка с целью долгосрочной аренды. Да, это хорошо и это прикольно по той причине, что ты четко вырабатываешь себе ставку аренды и ориентируешься на эту доходность, понимая, что происходит. А вариант номер три – это сдача в краткосрочную аренду, но при условии, что ты владеешь большим количеством апартаментов, то есть ты выжимаешь из них максимум. При краткосрочной аренде, если ты управляешь большим количеством апартаментов или квартир, у тебя есть это все в управлении, либо человек, с которым ты заранее договорился и понимаешь всю экономику, управляет этим эффективно, да, в этом случае из недвижимости можно выжимать что-то больше, но опять же тут надо понимать сезонность, потому что, грубо говоря, мы за сезон можем заработать, конечно, гораздо больше, чем по году эта же квартира может дать при долгосрочной аренде, но можно точно так же попасть на нерадивого человека, который не будет заниматься ее арендой, будет просто страдать фигней. И таких попаданий тоже достаточно много. Вот эти три идеи, наверное, более-менее живые, но почему-то все люди идут в большинстве случаев какими-то собственными представлениями, а они строятся, как правило, из чего? Они строятся из того, что человек пытается диверсифицировать собственные риски и купить себе недвижимость в месте, где ему кажется, во-первых, доходность от недвижимости гораздо выше, а во-вторых, ему кажется, что это находится в другой стране, и вроде как это диверсификация рисков, распределение портфелей. Это все, конечно, логично и правильно, но тут уже надо понимать, что если рынок такой интересный, то на него, соответственно, слетается большое количество, назовем их пчелами, но на самом деле мухами. И получается так, что ценник они начинают разогревать. А больше всего на любой сделке всегда зарабатывает, как правило, брокер. Потому что он ничего не вкладывает в плане денег, кроме своего времени и усилий, и, соответственно, продает фактически свой опыт. И либо брокер, либо тот, кто управляет потом по факту этой недвижимости, потому что, как правило, когда они там доходность 30-40% ставят с аренды посуточных апартаментов, нужно понимать, что ты не вложил ни копейки, а зарабатывать хочешь ровно столько же, сколько человек, который эту квартиру купил. Вот такое получилось видео про плохие и хорошие идеи. Сколько там? 5 плохих и 3 хороших. Надеюсь, оно было полезно всем людям, которые рассматривают покупку недвижимости не только за пределами своего города, но конкретно именно на море, в курортных местах. Всем, кого знаю, большой привет. Всем, кого не знаю, тоже большой привет. Встретимся на море.